Недавно я увидел рекламу, которая ищет партнеров для открытия клиник по пересадке волос. Не клиентов, а партнеров, бизнесменов. И знаете, чем она меня зацепила, что я, несмотря на то, что я сейчас болен, решил записать это видео для вас. Потому что в ней написано все то, что клиентам обычно никогда не показывают. Не показывают и не говорят. И сегодня я хочу разобрать эту рекламу и не как специалист по лечению и пересадке волос, а как человек, который защищает интересы тех самых лысых людей. И показать, что действительно скрывается за красивыми словами, которые вы часто слышите на консультациях в клиниках по пересадке волос. Прошу прощения за мой внешний вид, я сейчас болею, но вот этот как раз таки реклама сработала триггером, чтобы записать это видео и не откладывать в долгий ящик, потому что у меня постоянно множество тем, множество мыслей, которыми я хочу поделиться, но не хватает времени, поэтому я просто поднялся с кровати и быстренько решил записать для вас это видео, чтобы разобрать и показать вам все детали, чтобы еще раз в очередной раз подумали и постарались углубиться в индустрию пересадки и лечения волос. Давайте просто перечислим, что обещают будущим партнерам в данной рекламе. Готовая бизнес-модель, медицинские стандарты, обучение врачей по методике, маркетинг и система привлечения, до 80% чистой прибыли, быстрая окупаемость, однодневная процедура, низкие операционные затраты, спрос растет на 20% в год. Это не реклама для пациентов, это разговор бизнесмена с бизнесменом. Потому можно выделить два языка – для клиентов и для бизнеса. Когда клиники разговаривают с клиентом, это один язык. Безопасность, уникальность. Смотрите, у нас блогеры, вот целая армия, как ее называют, наших клиентов, которые нас готовы поддержать. Высокая цена за счет того, что у нас, например, кардиолог, например, работает, особые доктора, ну и вообще все иначе, не так, как у других. Хотя клиники может быть 2 или 3 года. Когда же сами клиники разговаривают с инвесторами, это абсолютно другой язык. Прибыль, маржинальность, окупаемость, масштаб. Особенно обращайте внимание на масштаб. Там, где масштаб, это 100% бизнес-схема. Это вообще не про медицину, это вообще не про эстетику. И вы, как клиент, просто кошелечек с ушками и лысиной. 80% чистой прибыли. Мне кажется, это самый важный маркер. Давайте теперь остановимся конкретно на этой фразе. 80% чистой прибыли. В настоящей медицине такие цифры возможны только в одном случае. Когда самое дорогое в процедуре отсутствует. Что у нас самое дорогое? Это настоящий опытный доктор. Это самое драгоценное, то, что занимает стоимость пересадки волос. Ассистенты стоят дешево. А тем более, если они взяты только прям сырыми из учебных заведений. Можно вешать лапшу на уши именно вам, как клиентам, что вот мы воспитываем целое поколение новых докторов. За счет чего? Это то самое дешевое покрывало, чтобы скрыть важный факт. Нет того самого опытного, полноценного доктора, который будет забирать ту львиную долю стоимости пересадки волос. Итого, ассистенты стоят дешево. Самые простые протоколы операции удешевляют процесс. Если доктор не ключевая фигура, соответственно, гонорар ассистента минимален. Ну и планирование стратегии не является центром процесса. Центр процесса – это счетчик и масштабизация, чтобы зарабатывать больше, больше и больше. И еще раз, что самое драгоценное в пересадке волос? Это не оборудование, не расходники и даже не аренда. Самое дорогое – это опыт конкретного доктора. Умение делать правильное планирование, его ответственность и его имя. В моей работе мы разделяем это все на части, чтобы каждый делал свою работу лучше всего и концентрировался конкретно на ней. Я как клиент и как эксперт, который изучает уже 5 лет пересадку волос изо дня в день, делаю сам техническое задание для доктора, готовлю все необходимые данные для самого клиента и для доктора в том числе и отслеживаю после пересадки волос того самого клиента, чтобы получить максимальную результативность. Я даю то техническое задание, которое будет понятно доктору для того, чтобы он сделал правильно свою работу. И мы получили результат. Это сложный процесс, который я беру на себя, чтобы всю эту сложность, которая находится на самом деле за кадром, ложилась на плечи меня и докторов. Но не ассистентов, не маркетинга, не блогеров. А вы получали самый простой и правильный путь от правильного анализа и до результата. Это стратегия на годы вперед. Сохранение донорской зоны, полноценное понимание ограничений, правильная связь с помощью меня, доктора и пациента и отказ от операции, когда действительно нужно отказать. Вот все это невозможно упаковать в франшизу и продавать налево и направо. С целью масштабизации. Масштабизации
кэша. И почему это привлекает различных предпринимателей, которые раньше занимались шаурмой? Если процедура однодневная, как это написано в рекламе, если спрос растет, если прибыль высокая, если персонал заменяем, потому что даже на процедуре вы не узнаете, кто конкретно вам делает пересадку волос, доктор это или нет. Что вы получите? Максимум имя. Все вот это идеальный бизнес-актив. Но идеальный бизнес-актив не всегда означает идеальный результат для клиента. Что называется, стричь стадо. Это все правдивая сторона бизнеса. Что видят клиенты при этом? Клиент никогда не узнает, кто конкретно ему делает пересадку волос, даже во время самой процедуры пересадки волос. Сколько тот самый, как их называют, специалист делает пересадок в день, кто принимает ключевые решения. И что будет, если результат окажется не очень. И вы, наверное, спросите: Олег, хорошо, а вот у тебя как? Каждую операцию, под каждый конкретный случай я выбираю того самого доктора, который справится с конкретной ситуацией. Это конкретный человек, конкретный доктор, который уже прошел вместе со мной не одну операцию, результаты которых я уже видел, и не один десяток. Это доктор, с которым мы можем легко коммуницировать до пересадки волос, в процессе пересадки волос, после пересадки волос. Сколько мои доктора делают операций в день? Одну операцию в день. Более того, мы пошли дальше. Я стараюсь работать даже с теми докторами, которые делают и извлечение, и посадку волос самостоятельно. Это все делает вам один квалифицированный человек. Кто принимает основные ключевые решения? Их принимаю я, основываясь на своем личном опыте 2 пересадок волос и скрупулезнейшем изучении пересадки волос и лечении в течение последних 5 лет. Изо дня в день, с утра до ночи. И что будет, если результат окажется не тем? Я возьму на себя личную ответственность для того, чтобы, если что-то пойдет не так, по причинам, связанным с моей работой или с моим доктором, я сделаю так, чтобы решить эту проблему наилучшим образом под своим же контролем. Может быть, даже с другим доктором, но я это решу. Потому что для меня это принципиально важно. Я делаю этот разбор не для того, чтобы кого-то разоблачить. Я делаю это для того, чтобы вы научились наконец-таки читать между строк. Когда вы видите рекламу для инвесторов, вы видите реальную экономику процесса. Именно она объясняет, почему с вами могут работать так, а не иначе. И почему для вас используют именно ту морковку, за которой вы пойдете. Это часть бизнес-схемы, особенно в масштабизации. Пересадка волос может быть и должна быть медициной вместе с эстетикой. А может быть просто хорошо упакованным бизнесом. Ведь даже доктора, настоящие доктора, лезут в тот самый бизнес и блогинг. И разница между этими 2 подходами не в словах на сайте, а в том, что стоит между строк. Моя задача, чтобы вы начинали видеть те самые строки. Неудобные, может быть незаметные, но они всегда есть. Ну и главное, чтобы классилось, красиво.